Друзья, всем привет! Ох, это стужая пора! Декабрь, январь и февраль. Летящую снежную даль. Сегодня хочу с вами приготовить немножко паназиатской кухни. Благо, она вам нравится. Но и самое главное, это еда, которая безумно очень яркая, вкусная и готовится из простых продуктов. Для того, чтобы нам немножко наш пищевод растрясти, надо поесть побольше хрустящих свежих овощей. Сегодня мы с вами готовим паназиатский салат с копченой курицей. Для этого нам понадобится большое количество разнообразных свежих продуктов, такие как зелень кинза, черри томаты, зеленый лук, сладкий перец, огурец, редис, айсберг, салат. Я нашел в магазинах сладкий горошек и мини-спажу. Конечно же, копченая курица. А можно и простую отварную, либо жареную курицу. Конечно же, арахис соленый. Ну и заправка, которая будет самый настоящий, состоять будет на основе растительного масла, меда, кунжутного масла, соевого соуса и сока лимона. Можно использовать лимон, можно использовать лайм. У меня как раз лайм, мини-спажа и зеленый горох – это свежие овощи. Их надо сбланшировать. Вода закипела. В течение 1 минуты можно есть и свежим, но бланшированный будет вкуснее. Я уже не раз говорил, в холодную воду или в лед мы отбрасываем для того, чтобы остановить процесс тепла, но и, само собой, остался цвет спажи и зеленого горошка. Открываю в холодную воду, беру маленький стичка, друшлаг, что у вас есть. Реально как конек-горбунок. Посмотрите, зеленый горошек и спаржа стало еще красивее. Для заправки я беру мед, только я лишь вам не советую брать гречишный или мед с корнем копеечника. Не надо, они достаточно яркие и не подойдут. В мед, для того, чтобы он очень быстро и хорошо разошелся, мы добавляем лайм. Вообще, паназиатская кухня, она состоит на соединении вкусов острого, кислого и сладкого. Добавляю сюда соевого соуса, растительного масла, никакое оливковое масло, только растительное. Мы делаем паназиатскую кухню, это кунжутное масло. И, как я всегда люблю, просто холодной, качественной воды. Заправка тем самым становится очень легкой, как дрессинг. Заправку можно, если что, сделать более острую. Добавив сюда тамбаско, либо, как я сделаю, срез чили-перца. И все. И он будет здесь лежать и мариноваться. Можно добавить сюда пару лепестков корня имбиря. Хуже не будет, поверьте мне. Видите, какая жиденькая, яркая, вкусная. Обожаю паназиатскую кухню. Вот просто взрыв башки. Вот после маминой просто паназия. Паназиатская кухня любит кинзу, орехи, соевый соус, устричный соус, соус терияки и многие другие продукты. Они очень важны для паназиатской кухни. Я знаю, что кинзу многие люди не любят, они просто ее не понимают или ели не в той плоскости. Поэтому заменить кинзу здесь ничем невозможно. Ни в коем случае нельзя добавлять укроп. Это у вас получится вообще какая-то окрошка тогда. Нет. Для того, чтобы ее сделать немножко спайси, я вот беру и вот, например, 3 вот таких вот перчика. Надо с ним быть вообще аккуратным, с этим дружком-пирожком. Обязательно мыть не только нож и доску, но и руки. Я помню молодые поварские времена, когда мы только начали работать с этими продуктами, и многие балбесы, что греха таить, не знали о том, что надо после работы с острым, в том числе, мыть руки. И вот сколько было веселых моментов, когда бездари повара шли в туалет, и потом был оттуда слышен вой. Ребята не читали «Мой додыр» и свой чинарик брали перечными руками. Теперь берем большую яркую миску. Либо, как мы ее называем в нашем мире, дижа. Мы берем лист качан айсберга. Безумно очень интересный салат. Он красивейший. Плюс, очень важно, салат долго хранится, и салат достаточно очень яркий и сочный. Один минус этого салата заключается в том, что если его долго хранить в открытом состоянии, он все-таки дает горечь. Поэтому надо быть очень внимательным. Нарезаем средней соломкой. Режется это в удовольствие, почти как капуста. Лист кинзы. Вот так вот прям берем и рвем их сюда. Зеленый лук. Вот такими
достаточно не мелкими перьями. По большому счету, в паназиатский салат это вам не винегрет, но можно добавлять очень большое количество хороших свежих продуктов, таких как, например, тот же, если вдруг оказался лук-порей, можно взять, сбланшировать брокколи, брюссельскую капусту, свежемороженую. Не надо ни в коем случае брать цветную капусту. Вот что есть, стебель сельдерея, все может сюда найти. Огурец. Нарезаем его толщиной полсантиметра. Не надо его тонко нарезать, потому что он иначе там превратится непонятно во что. Есть. Сладкий перец. Тех цветов, которые у вас есть. У меня вот оказался красный. Тонко нарезаю его соломкой. Редиску тоже постараться нарезать тоненько. Вот так вот. Такими пятачками, как мы это называем. Это святое. Черри-помидоры. Интерес этого рецепта будет вообще, если честно, заключаться, конечно, в заправке. А так это, по большему счету, похоже на простой классический салат. Вот его сейчас возьми и заправь, например, сметаной или майонезом, и нет у тебя паназиатского салата. Теперь зеленый горошек. Вот такие крупные. Сбланшировали, и цвет остался, и вкус будет очень приятный. Есть. Смотрите, какие цвета, да? Прям как елка. Что касается арахиса, лучше всего брать соленый. А если соленого нету, не страшно. Возьмите свежий. Если нету арахиса, можно взять кешью. Ни в коем случае ни грецкий, ни кедровый. Миндаль тоже не пойдет. Можно еще использовать кунжут. Орехов не надо много. Таким вот способом растолочь. Удобным и доступным. Теперь самое главное. Можно взять курицу, можно взять копченую индейку. Можно взять, кстати, креветки, отварить, пожарить, что хотите. Можно взять крабовое мясо, рыбу, лосось, но не треску, не палтус. Больше не пойдет ничего. Курица у нас копченая, не сырокопченая, а горячего копчения. И начинаю разбирать. Можно использовать окорочка, но они более жирные, поэтому если там будет жир, лучше его убирайте, потому что салат холодный. И вот теперь, друзья мои, начинается самое важное и самое веселое. Вообще вот такие салаты я всегда перемешиваю 2 ложками. Заправка сюда пойдет не вся, но она легкая и не даст возможность салату упасть. И начинаю, смотрите, снизу вверх, не спеша. Конечно же, кто-то скажет, а какая разница? Почему нельзя перемешать, как салат оливье? Потому что у вас, во-первых, салат становится воздушным, во-вторых, видите, я снизу вверх. Я его как бы встрясываю для того, чтобы заправка, ароматы, вкусы прошли через все продукты, через все этажи. Такой салат вам поможет быстро привести в порядок свой организм, свой кишечник, потому что он сделан на базе свежих продуктов, яркий, ароматный и вкусный. И поверьте мне, к вам обязательно зайдут соседи, но не попросить соли, а придут на аромат для того, чтобы потрескать вот этот вот салат. Нереально. Приятного аппетита и до новых вкусных встреч. Пока-пока. Фантастика. Друзья, время пришло подарков. Как вы знаете, в прямом эфире вместе с моим другом Дмитрием Шепелевым я задал вам вопрос от мясницкого ряда. В каком городе и когда именно придумали рецептуру колбасы любительская? Спасибо всем за ответы и участие. Специальный приз от мясницкого ряда за правильный, а главное интересный ответ получает Катя Волф, которая ответила: любительская колбаса считалась раньше высшим пилотажем, высшим сортом. Придумали ее в городе Углич в начале 20 века. А что касается оригинальной рецептуры, то тут все просто. Классическая вареная колбаса высшей категории. Фарш у нее равномерно перемешан и содержит кусочки шпика, размер которых не должен превышать 6 миллиметров. Поздравляю! Всем спасибо! И, как всегда, друзья, участвуйте в большом количестве наших конкурсов на Ивлев Шеф Channel. И у вас будет возможность выиграть вот такое количество подарков. А самое главное, многие из которых очень вкусные. Пока!